Всем привет! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить The Cosmic Well Sisterhood. Собственно, я надеюсь, что вам не слышно, как гудит мой ноутбук, потому что я не знаю, что с ним. Там, наверное, проблема с вентилятором, и я буду заказывать новую. Хотя в любом случае скоро буду покупать новый ноутбук. Но если вдруг вам слышно, дико извиняюсь тогда. Но не должно быть, по идее. Окей, ладно, так, похоже, Левиафанов это мы читали. Сейчас я промотаю до момента, где мы закончили. Могу помочь. Внимательно слушаю, это мы тоже видели. Да, имя. О, мало заколо... Подожди, а что-то... Не переживай, хочу немножко твое схиднять. Так. Да, это он нам все сказал, что он хочет нам потом. Окей, ясно. Доверие, тут про доверие, да, а тут теперь к нам пожаловали еще кто? Луиза. Давайте пригласим Луизу, я думаю, и все, и пригласим и посмотрим. Луиза, ты что? Ох, добро пожаловать. Ой, привет, как тебя зовут? Ой, это я. Типа я, когда мне нужно как-то взаимодействовать с людьми. Ты же Фортуна, прости. Рада познакомиться. Ты Луиза, верно? Не нервничай так, я рада всем подругам, Жасмин. Прости. Просто я слышала о тебе столько всякого, что теперь мне кажется, будто я повстречалась с какой-то знаменитостью. Да? И что же ты слышала? О, только хорошее, не волнуйся. В основном мне о тебе рассказывала Жасмин. Она тебя очень любит и очень по тебе скучала. Я тоже по ней скучала. Сделай глубокий вдох, расскажи мне немного о себе. Да, конечно, извини. Меня зовут Луиза, и... прости, в голове ни одной мысли. Ничего, я могу задавать тебе вопросы, так будет проще? Да, согласна, спасибо. Что ж... Чем ты занимаешься? Точно, я предельщица сути. О, круто звучит, а кто это? Я умею собирать антилихию смертных. Это магическая субстанция, определяющая их поведение и цели в жизни. С одного смертного много не соберешь, но если найти сообщество с богатым коллективным подсознанием, то из его телехии можно соткать наряд или плащ. Ничего себе, трудно представить, но звучит здорово. Наверное, одежда, которую ты создаешь, обладает волшебными свойствами. Точно. Свойства зависят от того, с какого сообщества собрана нить. К примеру, если собрать нить с группы художников, сотканный из нее шар будет усиливать творческую натуру владельцев. Потрясающе, отличное умение. В будущем я и для тебя могу что-то сделать. Какая энтелехия тебе ближе всего? Энтелехия. Так, матерей и детей, солдат и воинов, космонавтов. Что? Ну, я хз, честно говоря. А что они значат? Мне бы хоть объяснение какое-нибудь. Типа... И сама реши или что? Или по приколу ответить? Ну, я... Матерей их детей, я не знаю. Солдат и воинов. Ясно. А что такое? Я что-то не то сказала? Да нет. Это мощная энергия, родственная магия огня. Но, если честно, я не очень люблю собирать ее. Извини, я даже об этом не задумалась. Давай я выберу что-то другое. Да ничего страшного, как ни удивительно, у меня большой запас такой нити. Если представится возможность, пришлю тебе какую-нибудь вещь, благодарность за то, что ты приняла меня. Огромное спасибо. Хочешь узнать что-нибудь еще? Когда ты так говоришь, возникает ощущение, что я тебя допрашиваю. Нет, прости, мне нравится с тобой болтать. Мне просто легче отвечать на вопросы, чем говорить самой. Жиза. Ладно, что ж... Как ты познакомилась, Жасмин? Она наняла меня создать особую сеть, чтобы собирать рассудку и теплицы. Ужасно горжусь этой работой. Для этой сети я собрала энтелехию пустынных кочевников. Просаженная через эту сеть роса – прекрасная основа для растительных зелий. После того, как я выполнила ее заказ, популярное зелье Жасмин стало быстро расти. Я уже несколько столетий не пила зелье Жасмин, теперь мне не терпится попробовать этот новый состав. Также вместе с ней мы придумали магические чайные пакетики, которые приумножают аромат травяных смесей. Как здорово. Теперь ясно, как вы сошлись. У вас обеих золотые руки, и, наверное, очень приятно встретить того, кто разделяет твои увлечения. Это точно. Мы с Жасмин потрясающе проводим время. Здорово. И еще вопросы? Что ж, чем ты любишь заниматься на досуге? Ну, я люблю читать, играть на многогрифовой бас-гитаре, наблюдать за смертными. Ого, серьезно, тебе нравится читать? А что, это уже не модно?
Модно? Да, я пошутила. Наблюдение за смертными куда более странное хобби. Еще меня заинтересовала многогрифовая бас-гитара. Ну, у меня ведь много рук, так что я играю на бас-гитаре с 3 грифами, сделанные на заказ. Но я с ней не выступаю. Это способ медитации, когда свиваешь воедино несколько мелодий, это очень успокаивает. Интересно, я бы с удовольствием однажды послушала, как ты играешь. Что насчет слежки за смертными? Мне нравится становиться невидимой и просто наблюдать за их повседневными делами. Так я могу сравнивать, как живут создания разных культур с разных планет. После многолетнего наблюдения я вдруг открыла в себе способность видеть их энтелехию. Когда-то я поняла, что нашла свое призвание – придение сути. Это очень интересно. Мне всегда было плевать на смертных, даже когда я сама была смертной. Но, наверное, у них тоже можно многому научиться, да? Да, я обожаю смертных. Оно и заметно. Надеюсь, ты не будешь считать меня странной. Да все в порядке, не переживай. Хочешь еще что-нибудь узнать? Зачем ты хотела со мной встретиться? Ну да, лучше перейду к делу. Я здесь именно из-за своей способности. Как я уже говорила, свойства энтелехии смертных зависят от того, в каком окружении они живут, какой образ жизни ведут. Во Вселенной столько разных сообществ, что найти энергию, нужную для конкретного проекта, не так уж трудно. Однако, всегда можно повлиять на смертных, чтобы они вырабатывали необходимый тип энергии. Например, можно подлить сыворотку походи в колодец одного из поселений и собрать огромное количество сексуальной энергии во время оргии. О, господи, боже мой. Фейк. Ничего себе пример. Не подумай, я всего один раз такое проделала. Предпочитаю собирать энтелехию, полученную естественным путем. Но дело в том, что в одном из моих проектов Эдана усмотрела большой потенциал. Все началось, когда земляне стали покорять космос. Колонии на Марсе развивались с невиданной скоростью. Между народами, как на Земле, так и на остальных населенных людьми планетах, начали вспыхивать конфликты. Тогда я решила понаблюдать за развитием событий. Планета прямо-таки сочилась иномирной энергией. Я несколько десятилетий пряла из нее нити. Как оказалось, эта энергия позволяет создать весьма эффективное оружие для заточения левиафанов. О, правда? А почему? Энтелехия Земли была грязной. Складывалось впечатление, что судьба планеты каким-то образом предрешена. Левиафаны весьма подвержены влиянию магии, способной менять реальность. Из этой энергии едкала сети, как у гладиаторов, способная высосать всю магию из любого левиафана, который в них попадется. Также из нее можно изготавливать доспехи, способные защитить от магии левиафанов. Почему же Эдану заинтересовало изготовление подобного вооружения? Эхо Вселенной сообщило ей, что Ковену будут угрожать левиафаны, и она решила подготовиться. Но беда в том, что даже такой значительный выброс позволил мне спрятать не очень много нити. Ее хватило лишь на одну сеть и комплект доспехов. Айдана намерена создать мощное оружие, способное стереть левиафанов с этого плана мироздания. Но мне кажется, что я с такой задачей не справлюсь. Что именно тебе нужно сделать, чтобы создать это оружие? Эдана выяснила, что если в этом новом обществе начать разжигать войну, окутавшая планету магия, меняющая реальность будет сопротивляться. Такое ощущение, что люди запрограммированы любой ценой поддерживать мир. В процессе этого энтелехия людей снова обретет те же свойства, которыми она обладала после тех эпохальных событий. Я смогу ее собрать. То есть ты намерена... Эдана поручила мне спровоцировать начало Третьей мировой войны. Что? И ты хочешь, чтобы я в этом тебе помогла? А ты можешь? Вероятно, я могу попробовать сделать расклад на самый эффективный способ. Что такое? А тебе не кажется, что подталкивать цивилизацию к дну? Не знаю, разжигать войну — это ведь плохо. Ты права, прости. Просто я слишком много времени провела в заточении и потеряла связь с реальностью. Я пришла к тебе в надежде, что можно найти способ, который никому не навредит. Мне нравятся смертные, мне и так сложно удержаться от того, чтобы не спасать каждого из них. Как я могу разжечь на их планете войну? Хорошо, я тебя поняла. Давай спросим карте, что тут можно сделать. Так, я согласна. Так, мне нужно, чтобы ты точно сформулировала запрос. Начнем с самого важного. Что мне делать с Землей? Если мне вообще надо что-то с ней делать? Поняла. Еще мне слегка неловко об этом говорить, но я полюбила смертного. В этом нет ничего плохого. Но видишь ли, он не знает, что я ведьма. С ним я встречалась в обличии смертной женщины. Он занимается контрабандой в одной из оставшихся земных колоний. Ему приходится нелегко. Просто сердце разрывается, мне так хочется ему помочь.
но я боюсь ему открыться. Конечно, он все равно заметил, что я не такая, как другие, но тем не менее. Так что второй вопрос, как мне поступить с моим возлюбленным? Лично я бы посоветовала не привязываться к смертным. Их век слишком короток. Но посмотрим, что на это скажут карты. Хорошо. Еще хочу узнать, что делать с Аданой. В каком смысле делать? Когда она узнает, что я не хочу выполнять ее поручения, вряд ли будет в восторге. Я не хочу, чтобы меня изгнали из Ковина или заточили, как тебя. Как избежать ее гнева? Я бы тоже не отказалась это выяснить. Да непростой вопрос, но это новая колода, возможно, она найдет какое-нибудь решение. Что ж, я перетасую карты, ты сосредоточься на своих вопросах. Вот это у нее вопросы, слушай. Планета Земля, возлюбленный Дана. Офигеть. Любовники на поле боя. Войны искажают эмоции, любовь слегка страстно скользит измены, материя неконтролируемая. Обман, тайна, отторжение, дурной знак, перемена, перерождение. Блин, я не хочу это класть на возлюбленный. На Эдану я бы положила. Или на Землю, или на Эдану. Наверное, даже все-таки на Эдана. Солги Эдане что-нибудь, и на время она от тебя отстанет. Если Эдана не увидит прогресса в твоей работе, она тебя покарает. Делай, что можешь, неважно, сколько времени это займет. Эдана никогда не успокоится. Тебе нужно искать защиты от нее в другом Ковине. Вот блин. А сложно. Я думаю, что либо последнее искать защиты в другом Ковине, либо солгать. Ну, даже не знаю, я бы... Не знаю. Я думаю, что все-таки я выбрала бы искать защиты в другом Ковине. Типа, ну, солжет она раз. И что, на время отстанет. Вот именно что на время. Это она никогда не успокоится. Тебе нужно искать защиты от нее в другом Ковине. Вот, значит, как. Даже прорицательница не увидела перспектив для меня в этом Ковине. Может быть, ты сможешь вернуться, если это она однажды оставит свой пост. Этого можно ждать тысячелетиями. Ничего, я лучше иду в другой Ковен, чем буду вредить смертным. Мне жаль, что я не смогла помочь. Нет-нет, что ты, Фортуна. Спасибо тебе. Ты помогла мне принять решение, а то я совсем растерялась. Теперь я снова смогу управлять собственной судьбой. Ну хорошо. Следующий. Планета Земля и возлюбленный. Сейчас мы что-то придумаем. Вольфрам. Общение, спокойствие, желание, страсть, сила. Давайте это положим на планету Земля. Это, конечно, и на возлюбленного подходит, но я думаю, тут что-то хорошее должно быть. Что бы ты ни сделала, тебе не получить желаемое на Земле. Спасибо большое. Попробуй переселить большую группу смертных в магический мир и тянуть из них энергию там. Вмешаться в течение жизни на Земле можно и другим способом. Не только война нарушает порядок вещей. Давайте последнее. Мы уже выяснили, что мне не обязательно выполнять приказ Эданы, так зачем гадать насчет Земли? Ну, вопрос-то мы уже задали, почему бы не узнать, что скажут карты? Может, тебе понадобится собирать именно такую энтелихию в будущем? Знания всегда пригодятся. Хорошо. Так, вот что говорят карты. Вмешаться в течение жизни на Земле можно другим способом. Не только войной. Мне это в голову не приходило, но такое легче сказать, чем сделать. Хочешь, я вытяну еще одну карту, чтобы подбросить тебе идею? Ого, а твоя колода это может? Конечно. Она позволяет размышлять о чем угодно. Ведь гадание на картах нужно не только за тем, чтобы узнать будущее. Мне вообще кажется, что эти карты лучше всего работают, если хочешь с их помощью над чем-то подумать. Здорово. Еще одна появилась. Внимание. Окей. Так, размышления. Решительность, прямодушие, поддержка, успех, безразличие, стагнация. Я думаю, я бы положила это на возлюбленный. Так, открой ему истинную природу, он примет тебя, его любовь вспыхнет еще сильнее. Заведи себе дом на земле, пригласи своего возлюбленного жить вместе, потом постепенно открой ему правду. Он тебя не любит, просто пользуется тобой, потому что ты о нем заботишься. Первое либо второе я бы выбрала. Потому что я не грыбу, любит он ее или нет. Тут слишком... Ну, первое слишком прямое, типа, она будто бы прям точно говорит, что так вот 100% и будет, а мне кажется, что это не факт совершенно. Поэтому, возможно, лучше всего выбрать второе. Типа, заведи себе дом, пригласи и постепенно открой правду. Мне кажется, это больше всего подходит. Хороший способ. Так он не будет ошарашен новостями. И, по правде сказать, меня очень привлекают мысли тихой совместной жизни. Прекрасная идея, огромное спасибо. Так, но постарайся с этим не тянуть, смертные долго не живут. Да-да, я поспешу. Максимум через пару лет мы будем вместе.
Отлично. Мне уже не терпится открыть свою лавку на земле. О, смотри, 12 аж. Нормально так. Тест Тьюринга. Милосердие, благополучие, желание, страсть, сила. Хорошо, неплохо, вмешательство. Создай возле Земли необитаемый спутник, богатый ресурсами, дай смертным возможность легко до него добраться. Заключи договор с добрыми божествами, чтобы они перебрались на Землю и помогали смертным. Надели нескольких смертных особыми магическими талантами, сделай из них святых, способных творить... Нет, последнее мне не нравится. Я знаю людей, мне кажется, что так просто это не выйдет. Первое тоже. Я второе. Добрые божества, ну, должно быть это что-то хорошее, нет? Заключи договор с добрыми божествами, чтобы они перебрались на Землю и помогали смертным. Ничего себе идея. Карме Земли будет нелегко такое компенсировать. Энтелохия, меняющая реальность, будет потоками литься с планеты. Отлично. Если уж решать проблемы по-ведьмински, то с размахом. Вселенная, конечно, необъятна, но мысли еще необъятнее. Моя наставница всегда говорила, что для любой проблемы есть бесконечное число решений. Ведьмы способны отыскать больше выходов, чем остальные. Не зря же нам дарованы такие силы. Так. Это действительно мудрая мысль, я запомню ее. Передай благодарность своей наставнице. Спасибо тебе и твоей потрясающей колоде. У меня есть... Я могу сделать. Так, хотя, знаете, я, наверное, даже оставила, чтобы везде по десятке было, как минимум. Потому что я так понимаю, что это может понадобиться мне не только для карт. Какое напряженное вышло гадание. Мне раньше предсказывали судьбу, но это не идет ни в какое сравнение. Ты уникальная ведьма, Фортуна. Рада тебе помочь. Обязательно расскажу все, чем все закончится. Конечно, если ты не против, чтобы я еще раз к тебе заглянула. Я всегда буду рада тебя видеть, Луиза. Подруги Жасмин мои подруги. Взаимно. Ну, мне пора, а то после этого гадания чувствую себя ужас какой уставший. До встречи. До встречки. Там уже кто-то новый прилетел. А что, со мной не будет мой дружбан разговаривать, нет? Кто это? Привет, Фортуна. Как прошел разговор с Гретой? Есть у меня кое-какие мысли насчет того, как ей помочь, но я бы не отказалась услышать и твое мнение. Да и знать, когда можно будет к тебе прилететь. Давайте пригласим, почему нет? А, это моя любимка, да. Давай. Давай. Приветик, Фора. Фора. Фора, почему она ее Фора назвала? Ну ладно, Фора. Привет, Георгина. Я знаю, что прошло 200 лет, но мне по-прежнему не нравится сокращение моего имени. Ну вот, и я надеялась, что Фора прокатит. Мы уже много раз об этом говорили. Мне не нравится ни Фора, ни Форька, ни особенно Тунька. По-моему, Тунька это мило. Не смешно. Ладно, ладно. Ну что, ты нашла способ помочь Грете? Ага. Я изучала разные методы экзорцизма, нашла кое-какие запрещенные тексты, и в них прямо про левиафанов ничего не сказано, но, по-моему, нам все подходит. Есть способ в прямом смысле отсечь сущности из иного мира от ведьмы. Какой же? Зачарованным клинком. Я изготовлю кинжал из кости демона, чтобы избавиться от этой паскуды. Звучит небезопасно. Поверь, я умею обращаться с оружием. Да, разумеется, ты написала, что тебе нужна моя помощь. Верно. Чтобы ритуал был максимально эффективным, мне нужно напитать кинжал родственной Грете энергией. Я подумала, раз ты познакомила ее со своей замечательной колодой, может, подскажешь, какую энергию взять? Но разве тебе не виднее? Ты же знаешь Грету куда дольше, чем я. Это так, но ее трудно понять. Она всегда очень замкнута, погружена в свои проекты. Я вдруг поняла, что почти ее не знаю. Не обязательно рассказывать мне ее тайны, просто я на себе испытала, насколько проницательна твоя колода. Да что там происходит? Так, ладно, там что-то у меня грюкало, я не знаю, что это было, но ничего нет. Так, ты ведь и гадала? Да, отлично, значит, твое мнение тут ценнее моего. Какую энергию мне выбрать для кинжала? Боже. Я не хочу энергию, а если она отсечет случайно? А если она случайно отсечет то, что не нужно? Типа, по факту философию. Это, наверное, он заставляет ее задумываться об этом, но мне не хочется. Хотя, ужас может быть. Ладно, философия. О, как точно. Я бы до такого ни за что не додумалась. Мне как-то ближе страх или сила, или радость. Мне бы в голову не пришло, что философия может быть энергией. Отлично. Я изготовлю самый крутой кинжал. Подожди чуть-чуть, Грета. Где, слушай? Куда? Может, не надо? Пока, Георгина. Надо же.
О, опять кто-то пришел. Да здрасте. Дорогая Фортуна, что случилось с Луизой? Она и впрямь решила уйти из Ковина? Мы можем об этом поговорить? Не против, если я тебя навещу? Да ёпты. Серьезно, да? Ну, ладно, давай. Давайте сразу. Все, кто хотят, все приходите. Все правильно, все хорошо. Приветик. Фортуна. Я собиралась тебя навестить, и тут ко мне прилетела Луиза. Она покидает Ковен. Почему ты посоветовала ей уйти? Мы ведь могли бы все утрясти с Аданой. Рада тебя видеть, Жасмин. Во-первых, я не советовала ей уйти. Это мои карты сказали, что ей лучше покинуть Ковен, чтобы избежать большой беды. Так. По-моему, мой ноутбук сейчас там взорвется. Ситуация с Аданой и добром бы не кончилась, и я живой пример тому, насколько жестокой может оказаться судьба тех, кто идет наперекор нашей главе. Во-вторых, какое бы нестандартное решение Луиза не нашла, Эдана все равно сделала бы ее жизнь невыносимой. Карты в этом уверены. Наша подруга оказалась в патовой ситуации. Ей пришлось спасаться. Ясно. Просто не верится, что Эдана настолько осложнила жизнь одной из сестер, что ей пришлось покинуть Ковен. Поведение Эданы выходит за все рамки. Ого, Жасмин, ты открыто выражаешь недовольство руководством? Нет, я не должна подвергать решение Даны сомнению. В конце концов, именно она говорит с богами. Наверняка всему этому есть причина. Тоже мне боги. Фортуна. Ладно, как там Луиза? Куда она отправилась? Ей удалось покинуть Ковен без проблем? Да, ее работу должны были оценивать только через пару месяцев. Так что она просто потихоньку собрала вещи. Она собирается открыть на земле лавку, жить там со своим возлюбленным. Я за нее рада. Она решила поверить тому, что сказали твои карты. Тогда с ней все будет хорошо. Еще Луиза просила поблагодарить тебя за помощь. Она, похоже, была очень рада избавиться от влияния Даны. Она сожалеет, что не смогла лично с тобой попрощаться. Все оставшееся время она кое-что для тебя ткала. Это плащ сути. У нее был запас энергии, собранной на войне. Она экспериментировала с ней по приказу Даны. Вот. Опа. Плащ сути солдата. Плащ сути Сантелихии солдат, созданный Луизой. Подарок для Фортуны. Спасибо. О, какая красота. С радостью приму подарок. Луиза замечательная, правда? Я буду по ней ужасно скучать. Огромное спасибо за то, что помогла ей, Фортуна. Наверное, пребывание в Ковине не имеет смысла, если она делает ведьму несчастной. Кому об этом знать, как не мне? Ой, прости. Тебе нужно прогуляться, снова понюхать цветы, погладить кошку, понаблюдать за играющими в речке детьми. На мой взгляд, это станет для тебя лучшим лекарством. Осталось потерпеть всего-то ничего. 800 лет, да? Фортуна. Ничего. Теперь я хотя бы могу поговорить с другими ведьмами, мне уже намного лучше. Ладно, я пойду, но обещаю, что подумаю над тем, как облегчить тебе жить здесь. Спасибо, Жасмин. Береги себя, еще раз спасибо за помощь, Луизе. Погоди минуту. Моей знакомой Грете пригодились бы кое-какие травы. О, ты познакомилась с архитекторкой Гретой, подругой Георгины? На меня у нее времени так и не нашлось. Теперь я ревную. Ну, это была деловая встреча. У нее, похоже, всегда много дел. Что же этой замечательной Грете понадобилось, что она даже не нашла времени обратиться ко мне лично? Ого, ты и впрямь ревнуешь. Но тебя просит не она, это прошу тебя, свою подругу, помочь мне. Ну, ладно, для тебя так и быть. Какие травы нужны? Что-нибудь, чтобы расслабиться. Она нервничает или... Она очень переживает из-за личной проблемы. Я пытаюсь найти способ ей помочь, но перед любым ритуалом ей неплохо было бы расслабиться. Ясно. Что ж, тревожность довольно частая проблема. У меня с собой есть кое-что, способное помочь. Да? Это смесь бакопы, манье и ромашки. Грете нужно заварить ее с лимоном или медом и выпить, вспоминая игрушку, которую она любила еще в бытности смертным ребенком. Это всегда работает. Спасибо огромное, Жасмин. Это как раз то, что нужно. Не за что. Возможно, в следующий раз Грета снизойдет до личной благодарности. Травы против ревности у тебя есть? Мне для подруги. Ну и тебя. Ладно, мне пора. Спасибо. Спасибочки, до свиданечки. Что, кто-то опять пришел? О боже, еще кто-то. Это что такое же происходит? Я, конечно, все хорошо понимаю, но давайте сходим еще... Может, карту создадим, например? Я думаю, что да, давайте создадим. У нас есть на это ресурсик. А значит, мы создадим что-то, чего у нас еще не было. Хотя у меня 12 вот этих. Может быть, давайте создадим что-то фиолетовое? Что-то фиолетовое. Хорошо, понятно. Небесные караваны. Нет, подожди, что-то фиолетовое. Волшебный оперный театр, усиливающий эмоции от исполненных в нем арий. Ну, давайте. Дальше.
Что может подойти для театра? Сейчас подумаем. Из того, что я здесь найду. Крылатый танцор. А, ну, нет, походу, нет. Или да, нет. Она падшая героиня. А вот и фиг его знает теперь, как бы. А реально фиг его знает. Этих экзотических танцующих духов призывают по всей вселенной. С ними любое празднование превращается в экстаз, они никогда не посещали Землю. Давайте выберем это, я просто хз. Я просто хз. Ониксовая труба. Походу. Лук темной матери нет, я думаю. Ой, плащ сути солдата, то, что мне подарили. Прикольно, конечно, но я думаю, что нам нужно вот это. Я не уверена, насколько это сочетается, но пускай будет так пока, да? Так, ты, чел, будешь вот здесь. Ты танцуешь. Что-то он такой огромный. Давайте я поменьше чуть-чуть, маленечко. Это типа пролетает. Он в ближний. Ну, вы понимаете, да? Вблизи летит. Это тоже где-то тут летает. Тут у нас падают перышки. Я не знаю, зачем они тут падают, но они падают. Почему бы не падать перышком? Правильно? Правильно. Так вот. Так, это дудка. Ну, у него она будет, значит. Я знаю, что он на ней не играет, но у меня он играет на ней, пофигу. Все равно ничего не видно, отлично. О, так, нормально, раз прекрасно. Смотри, какая насыщенная сцена. Правильно? Правильно. Так, хорошо, отлично. Я считаю, что красиво. Я считаю, что вот так хорошо. Не уверена, насколько это все подходит друг к другу. Популярный танец. Все произнесенное в залах этого театра обретает бесконечное множество новых значений. Соблазнительное движение этого духа раздувает искры разврата. Звук этой трубы гарантирует всеобщее внимание. Ураган воздуха способствует удаче, приносит с собой неизведанное правосудие, искушение, предназначение, удачи. Окей. А покажи, слушай, покажи мне просмотреть колоду, пожалуйста, мою. Ага, поняла, назад. Я думаю, что нам можно заканчивать, в принципе. Да, давайте на этом закончим, да, я полагаю. Спасибо вам, Тинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.